Привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сегодня у нас будет такое необычное видео. Мы не отправимся, как обычно, на прогулку, а останемся на моей кухне. Мне всегда нравилось готовить что-то такое новенькое, вкусненькое, интересное, но так как мой бизнес занимал все мое свободное время, мне обычно времени на это не хватало. А сейчас, уйдя на заслуженный отдых, я снова могу заняться своим хобби. И сегодня будем готовить макаронс. Да, знаю, очень много разных рецептов, как это приготовить. Можно даже увидеть здесь, на ютубе. Но я хочу с вами поделиться, как его готовлю я. Конечно, чтобы дойти до своего именно рецепта, я тоже набиралась опыта в разных источниках в интернете. И только методом проб и ошибок дошла до своего именно идеального рецепта. Теперь он у меня получается всегда. И очень надеюсь, что у вас он тоже получится с первого раза, если будете делать так же, как его делаю я. Но сегодня я хочу немного упростить свой рецепт и провести такой небольшой эксперимент. Поэтому буду готовить на двух подносах, один экспериментальный, а второй, как я готовлю обычно. Сразу хочу сказать моим постоянным подписчикам, не волнуйтесь, все так же на моем канале будем продолжать наши прогулки и также буду продолжать рассказывать, как мы, пенсионеры, обустраиваем свою жизнь уже в Испании. Но если вы и в дальнейшем хотите видеть на моем канале такие кулинарные видео, пишите в комментариях, и я с удовольствием изредка также буду показывать свои любимые рецепты, что я тут готовлю. Итак, начнем готовить. Но сначала я вам покажу, что для этого нужно приготовить. И также расскажу, чем вы что-то можете заменить, если у вас этого в доме нет. Лично для меня это самое занудное и самое длительное в процессе приготовления макаронс. Итак, смотрим, что же я тут приготовила. Сразу говорю, не волнуйтесь, я тут также приготовила альтернативный вариант, чем можно что-то заменить. Любой из этих предметов можно купить на Amazon. Я тоже их там покупала, еще когда была в Риге, а потом уже благополучно доставила сюда, в Испанию. Итак, что нам понадобится? Ну, самый главный, наверное, предмет – это весы. Ну, любые весы, какие у вас есть, ну, они понадобятся. 2 таких стакана для заполнения кондитерских мешков. Один для макаронажа, второй для начинки. Хотя, конечно, можно это в руках сделать. Это действительно не обязательно. У меня такие, вот такие я использую. Могут понадобиться зубочистки. Ну, одна, правда, но может понадобиться. Венчик. Любой, какой хотите, у меня такой, нужен венчик тоже. Также нужен будет скребок. Ну, мне лучше нравится этот, я этим использую себе, когда готовлю. Мне он лучше, удобнее. Также будем использовать, нужно будет лопатки силиконовые. Сразу скажу, вот такие мягенькие лопатки, я специально взяла показать, не пригодятся. В этом случае лучше, когда готовите макарон с меланж, лучше такие жесткие, пожестче, которые лопатки. Вот у меня такие будут 3. Хотя нужна одна, но люблю я посуду мыть, но буду мыть почаще. Потом нам понадобятся термометры. Вернее, термометр. Вот я использую вот такой, электронный. Мне он больше нравится, но можно с таким щупом. Некоторые как-то там пузырями что-то пускают их, сироп, и определяют температуру. Ну, я не такой чародей, мне удобнее термометром. Поэтому термометр нужен. Дальше нужны кондитерские мешки с насадками. У меня здесь 3, третий с адаптером, это я вам потом покажу, это для украшения. Да, я буду еще украшать макаронс, хотя нет, совсем не требуется им. Но буду украшать еще шоколадом, поэтому адаптер. Потом нужны будут, как я сказала, мешочки. Один у меня коротенький, 35 сантиметров длиной, и насадочка на нем 8 миллиметров, простой круг. И второй мешочек, ну, чуть подлиннее, он 45 сантиметров, и насадочка диаметром 1 сантиметр. Также можно использовать насадку 8 миллиметров. И мешочки, конечно, лучше брать и использовать, которые покрепче. Ну, чтобы не случился такой казус во время приготовления, где-то что-то не порвалось. Вот я покупала на Амазоне еще, когда была в Риге, вот такие мешки. Они очень качественные.
и ни разу не подводили. Вот действительно прочные и надежные. Могу посоветовать, если хотите. Вот видите, такой вот можете приобрести. Это у меня длиной 31 сантиметр. А вот эти уже подлиннее, которые для макаронажа, это 45 сантиметров, да. Ну, я думаю, что эта фирма также делает меньше. Ну, у меня так попалось, такие купила. Главное, что вот они очень крепкие и надежные. Вот действительно хорошие. Эти я могу посоветовать точно. И дальше нужны будут красители. Ну, поскольку мы будем сегодня готовить клубничные макаронс, вот я буду использовать один клубничную краску и с малиновой. Я так думаю, что вот эти два цвета я буду использовать. Вот у меня такие гелевые, да, гелевые красители. Хотя можно порошковые использовать и можно простые, совсем простые красители. Кто-то скажет, как для макаронс простые красители. Да, можно, вот видите, я его тоже пользуюсь им, он уже начатое. Я делала с ним макарон, красила. Очень хорошо. При моем способе можно и простые красители. Влага вся уйдет. Да, также нужен будет сотейник. Ну, небольшой такой, но лучше, если он у вас с толстым дном. Вот у меня с толстым дном вот такой. Да, он тоже нужен будет. Ну, конечно, да, конечно, нужен будет миксер. У меня планетарный миксер Electrolux. И у него 9 скоростей. Вот специально вам говорю, чтобы вы понимали, на какую скорость я буду ставить и сколько у меня здесь есть. Да? Но нет, можно, конечно, использовать простой ручной миксер, только тогда имейте в виду, приготовьте сразу стабильно чашу, которая стабильно стоит на столе. Иначе вам неудобно будет. С одной рукой вам нужно будет наливать сироп, другой с рукой и еще нужно будет, вот именно, чтобы работал сам миксер в руках держать, поэтому неудобно. Чаша должна быть тогда стабильной. Поэтому мне удобнее планетарным, и я всегда макарон делаю на планетарном миксере. Взбиваю сироп с белками. Но еще немаловажно, очень даже я сказала бы важно, это на чем вы выпекаете. Да, можно на разные, я на всем вот этим, что я приготовила, я выпекала, и поэтому могу смело сказать, что лучше. Нужна будет также решеточка, на чем, если не решетка, можете что-то другое. Приготовьте какой-то предмет, на котором вы будете высушивать макаронс. Да, нет, конечно, можно на столе тоже коврик какой-то постелить и можете на столе. Но мне удобнее, чтобы они хорошо высохли на решеточке. Так, готовила я на такой бумаге. Это очень хорошая бумага. Вот такая, очень хорошая. Я на ней делала. Вроде неплохо, но я не была в восторге еще. Именно для макаронс, а для остального я только вот такой бумагой пользуюсь для выпечки другой. Дальше возможность есть... конечно, лучше всего на тефлоновом. Сразу скажу, я пользуюсь вот именно вот таким светлым тефлоновым ковриком. Мне их два сразу приготовлено. Но делала я на таком тоже коричневом. Я не была в восторге. Мне больше всего нравится светлый тефлоновый коврик. Вот он такой, да. Так что темный тоже ложу в сторону. Дальше, если у вас есть трафарет, желательно. Нет, значит, можно спокойно делать без него. Если у вас глазомер нормальный, у меня, поскольку, наверное, ненормальный, видите, как удобненько видно сразу, все одинаковые получатся макарончики. Вот такой трафарет у меня. Можно на бумаге его нарисовать, сделать тоже. Да, делала я так же, как на этом знаменитом сыл-под коврике французском. Не знаю, мне он не понравился. В общем, наверное, моему рецепту он не понравился, не подходит. Я его не использовала. Так что самый лучший это светлый. И, конечно, да, конечно, нужны противни. Вернее, у меня их два. На двоих мы сегодня делаем, поскольку один будет экспериментальный, второй будет уже как обычно делаю. И наверх вот ставлю этот светлый тефлоновый коврик. Нет, если у вас таких нет, он мне нравится чему хорошо для макарон, что он маленький, узенький такой, видите, узенькие края. И размер его 30 на 40. Да, это для моей духовочки, 30 на 40. Но можно также готовить с простым противнем. Перевернули его наоборот. И вот гладко сразу удобно снимать будет коврик и удобно ставить его будет. И вот таким образом тогда выпекать, если у вас другой какой-то. Таким образом можно выпекать. А сейчас покажу, какие продукты надо приготовить. Итак, я приготовила все продукты, что же нам понадобится. И уже все взвесила, чтобы мы лишнее время не тратили на это. Для меланжа понадобится 50 грамм яичного белка. Он должен быть с комнатной температуры. И для этого обязательно заранее вынимайте его из холодильника яйца, примерно так за 2 часа. Также понадобится миндальная мука 150 грамм, 150 грамм сахарной пудры,
Для сахарного сиропа понадобится 50 грамм также яичного белка, 50 грамм воды, можете из-под крана, там холодное, теплое, это не важно, и 150 грамм сахарного песка. Также приготовила, что буду использовать для начинки в макарон сегодня. Я уже вчера сделала конфи ягодное, и в этом видео обязательно покажу, как я его делала. Но также можете пойти по самому простому пути. Я тоже часто так делаю, когда времени совсем нет. Можете использовать самый простой способ. Перемешать 100 грамм маскарпоне, 20 грамм сахарной пудры и 20 грамм любого джема. Но мне очень нравится вместо джема использовать фисташковую пасту. Вот я такую пасту использую. Видно? Вот именно такую. Беру одну чайную ложечку вот на 100 грамм маскарпоне и 20 грамм сахарной пудры. И также, как я сказала, я буду немного украшать макарон, хотя это не обязательно, но я это буду делать. Сегодня я вам покажу. Я приготовила уже белый шоколад. Я его буду темперировать, поскольку я буду его и также использовать другой еще продукт, в другой ложить. Поэтому придется темперировать с помощью микрио. Это самый быстрый, самый простой способ темперирования, ну лично для меня. И также понадобится сублимированная малина. Тут немного приготовила. Так, вот это что касается продуктов, это все, что нам нужно будет. Итак, начинаем. В самом начале надо просушить миндальную муку. Для этого высыпаем ее на противень, который застелила я тефлоновым ковриком, ну, вы можете любым застелить, и отправляю ее просушиться в духовочке, разогретой заранее на 100 градусов, ну, примерно так 10 минут, больше не надо. И после этого, когда просушу, вынимаю поднос, и надо остудить вот именно эту муку уже до комнатной температуры. Вот так я ее отправляю на просушку. Тем временем, пока у нас просушивается миндальная мука в духовочке, мы просеем сахарную пудру. Да, ее обязательно надо просеивать через сито, хотя некоторые также просеивают миндальную муку, но я этого не делаю. Я вот вместо этого ее просушиваю. И необходимости такой нет ее просеивать. Когда просею сахарную пудру, можно было бы вот приготавливать в следующем этапе уже инвентарь, который понадобится, да, до приготовления. Но поскольку я уже его заготовила, значит, я теперь буду отдыхать, пока мне не просушится миндаль. После того, как миндальная мука остыла, начнем готовить сахарный сироп. Для этого наливаем в сотейник 50 грамм воды, 150 грамм сахарного песка и нагреваем на среднем огне до температуры 118 градусов. Обычно это я делаю на обыкновенной плите, ставлю на самую маленькую конфорочку и чуть выше среднего огня ставлю. Но сегодня я буду готовить на этой плитке, она у меня индукционная, готовит очень быстро, ну, чтобы вы могли увидеть уже весь этот процесс. Так что включаю и ставлю индукционную плиту все-таки ниже среднего, я ставлю на троечки, поскольку она очень быстро нагревается, как я говорю. И во время закипания ни в коем случае не надо ничего перемешивать, пусть так оно и нагревается. Но только периодически надо будет следить за температурой, вот, и для этого нам понадобится вот этот термометр. И как только появятся первые пузырьки, ну, вы увидите этот процесс, я поэтому отключать не буду, вы увидите, как это все делается. Только появятся первые пузырьки, я сразу сюда начну вводить краситель. Я, как уже показывала, буду вводить вот этот гелевый краситель, ну, примерно так, от 10 до 15 капель. Это зависит от того, насколько вы яркие хотите получить шляпки, вот именно макаронс. Можете больше, можете меньше, конечно, цвет любой можете выбирать. Ну и на этом этапе, вот что я говорила, также можно вводить также простые пищевые красители. Но все равно вот лишняя влага выкипит во время закипания. И как только мне еще достигнет, еще надо сказать, 106 градусов температура уже сиропа, я ввожу в миксер 50 грамм белков и начну взбивать на 7 скорости. У меня их 9, на 7 буду делать это. К тому моменту, как достигнет 118 градусов, именно сироп, уже белки собьются в нужную мне именно пену. Она должна быть не очень густой, ни в коем случае. Ну, вы тоже этот процесс увидите, как это. Вот видите, уже начинает пениться очень быстро.
вернее кипеть сироп, 40 градусов только, но он уже кипит, и я ввожу краски. Вот я так веду, чуть-чуть может быть больше. Это кажется, что очень такая бледная краска, да, пока что, но она когда закипит, сироп будет готов, он станет намного ярче. Ну уж очень быстро мне кипит. Ой, уже 106 градусов. Знаете, я немножко уменьшу на двоечку, да. 106. И сразу ввожу сюда белки в миксер на 7 скорости. Да, индукционная плита очень быстро все нагревает. Ставлю на 7 скорость и буду взбивать. Ну вот у меня уже 118 градусов. Я сразу плитку отключаю и струйкой по краю начну вводить сейчас сироп. Тоненькой струйкой, ни в коем случае нельзя вводить посередине где-то. И увеличиваю скорость на 9, на самую высокую. И ввожу сироп такой тоненькой струйкой. Не обязательно, это даже ни в коем случае не надо помогать никакой лопаткой, ничего не вынимать лишнего, которое останется в сотейнике. Сколько можете, столько выливаете. Ну вот видите, у меня столько все равно осталось еще, да? Ну и сейчас примерно так 3-4 минутки будет взбиваться. Но я вам покажу, до какой консистенции надо довести. Надо довести, чтобы в конце белки, ну такой, как птичий клюв образовывали. Но я в конце самом вам покажу. Нельзя их перезбить. Ну и ни в коем случае, да, нельзя, чтобы с венчика стекали. Надо, чтобы образовывался такой легкий воздушный клюв, который как резинка такой будет шевелиться. Ну, немного проверю. Может быть, уже готово. Ну вот видите, образовал такой клюв. Такой как резиновый, шевелится. Но нельзя, чтобы не стекал ни в коем случае. Ну и так, меренга готова у нас. Безе. Сейчас покажу чаши. Ну, уже не видно эту струйку. Вот такая маленькая струйка одна только. Ни в коем случае, поэтому если вы будете посередине вливать сироп, он разбрызгается по всей чаше и ничего не получится у нас. Так что у меня готово. И теперь, зря не тратя время, нужно готовить макаронаж. Теперь будем смешивать миндальную муку, которую просушили, вместе с сахарной пудрой. Ну вот все всыпаем вместе и перемешиваем венчиком уже вручную до однородной массы. Чтобы все хорошо перемешалось, вернее. И добавим сюда яичный белок 50 грамм. И дальше уже будем перемешивать с лопаткой. Вот видите, какая у меня блестящая, красивая меренга получилась. Ну, яичные белки, как они красиво сбились. Прям аж переливаются. Так, это перемешала. Теперь добавляю яичный белок сюда. И это совсем долго времени не занимает. Перемешаем. Вот поэтому нужна вот такая более жесткая лопатка, как я говорила. Перемешиваем в любую сторону, как вам удобнее, как быстрее вам получается. Настанет такая липкая масса. Я специально пока перемешиваю вот именно в такой прозрачной тарелке, в стеклянной, чтобы вам более видно было. А потом переставлю все-таки чуть немножко побольше в чаше. Здесь самое главное, чтобы только все перемешать. Вот такая именно структура, такая как пластилиновая. И сейчас, как я сказала, сюда мне, поскольку места не хватит, я переставляю более удобную посуду, вот такую чашу побольше. И сразу сюда ввожу весь взбитый белок. Можно, конечно, сначала частями, одну небольшую часть, потом остальное, но я сразу ввожу все. Ну вот такая у меня выглядит меренга, такая яркая, красивая. И вот такими движениями теперь их соединяем до такого состояния, чтобы образовалась при поднятии лопатки, она стекала такой красивой широкой лентой. Надо до самого дна доставать и вот так перемешивать. Ну, обычно это занимает так около 3 минут. Спешить не надо здесь, аккуратно вот так перемешивая и все. Можно это делать также скребком. Я тоже делала, но лопаткой почему-то мне удобнее. Ну, уже где-то примерно 2 минуты я так мешаю, уже становится более похоже на то, что должно быть. Сейчас вам покажу, но еще я вижу, надо мешать. Сейчас покажу, как она. Видите, еще
Ничего не готово еще, она еще не спадает. Значит, надо еще. Итак, похоже, мне уже все готово. Вот смотрите, какой лентой он у меня спадает. Вот так оно должно быть. И сейчас буду его заполнять в кондитерский мешок. Итак, я заполнила макаронаж, кондитерский мешок. И теперь будем его насаживать. Вот. Сначала освободим пустоты, заполним вот такими движениями. И теперь чуть-чуть слегка подвинем вперед тесто. Вот тут нужно опять с помощью крепка. И мне удобнее вот с такими зажимами закрыть кондитерский мешок. И теперь будем делать шляпки. Я уже, как сказала, приготовила поднос. У меня под низом трафарет. Самый лучший размер шляпок это 3,5 сантиметра. Ну, это как на один укус. Но я делаю чуть-чуть побольше, иначе тогда мне придется 3 подноса делать. И вот что буду делать сейчас. Сейчас достаю полотенце, снимаю трафарет. Можно также трафарет из бумаги приготовить, нарисовать. И вот что делаю. Это полотенце, чтобы не гремело сильно много. Вот что мы делаем. Пару раз так надо стукнуть. А сейчас этот первый поднос я отправляю на просушивание примерно на 40 минут. А второй поднос, который я сейчас буду делать, это у нас будет экспериментальный. А это я буду делать, как обычно делаю. Этот раз получилось немножко больше теста. Но еще третий поднос придется поставить, но тут будет совсем мало шляпок. Будет чуть больше макаронс. Ну и этот поднос уже, как я говорила, будем делать небольшой эксперимент. Я хочу немножко ускорить свой процесс приготовления макаронс. И поэтому не буду ожидать, пока он подсохнет 40 минут при комнатной температуре, а отправлю сразу в духовочку выпекаться при той температуре, которую я выпекаю обычно. Итак, экспериментальный поднос уже выпекается. Вот смотрите, какая у меня духовочка. Ее я тоже покупала еще в Амазоне, когда была в Риге, но теперь она уже мне служит здесь, в Испании. И она хороша тем, что ее не надо предварительно накрывать. Представляете, какая экономия электричества? И сейчас расскажу, на каких температурах я выпекаю. Сначала ставлю 150 градусов и на 18 минут. Когда прошла 1 минута, ну, это был такой, как нагрев, все равно перестраховываюсь. Потом вставляю поднос и уменьшаю температуру на 135 градусов. И на этой температуре уже выпекаю оставшиеся 17 минут. Выпекаю без конвекции. Если есть возможность ее отключить, конечно, у вас. А пока у меня выпекаются шляпки, можете посмотреть, как я вчера готовила начинку именно конфи из ягод. Вы знаете, похоже, мой эксперимент удастся. Ну ладно, не буду переплюну. В конце посмотрим, что получится с этого. Сегодня я буду готовить начинку для макаронс, именно конфи фруктовые. Вот из таких замороженных фруктов. Сначала у меня индукционная плита. Я ее включаю. Ставлю на средний огонь. У меня тут из 9, я на 4 поставила. Вот они такие целые ягоды. Сюда вправляем и будем нагревать. Нагреваем его, пока они закипят. Я всегда довожу до кипения такого слабого. Как только первые появляются, чувствую пузыречки, я уже снимаю с плиты и дальше пробиваю блендером. Также я приготовить должна 15 грамм где-то сахара. Это, в принципе, 1 столовая ложка, я уже знаю, но все равно я взвешу. Ну, вот видите, 18, это плюс-минус, это не так все важно. И 3 грамма нужен пектин. Так что взвесили мы сахар, взвесили пектин, и теперь их перемешиваем. Ну и так, мне все уже совсем стало мягким. Из этой большой ягодины пришлось дольше немножко поварить. Вы такую глупость не делаете, лучше порежьте все-таки, да? Этот раз
действительно поленилась. И сейчас я буду пробивать блендером. Ну и так, пробила я его блендером. Стал он мелкий, теперь надо будет пропустить через сито. Ну, теперь уже самая занудная работа – это пропустить через сито пюре, чтобы не было никаких крапинок, никаких косточек не осталось внутри. Ну вот видите, уже потихоньку начинает появляться такая структура, очень гладкая, прям блестит вся, переливается. Итак, пропустила я все через сито. Ну и вот такая маленькая, совсем небольшая кучка мне тут осталось косточек. Так, все пюре, которое пропустила, все сниму, ни капли не оставим. И дальше уже ставим снова нагреваться, но уже теперь вместе с пектином. Сейчас покажу еще раз, какой это у меня был пектин. Вот у меня именно такой пектин. Ну, я использую такой. Так что мы взвесили вместе с сахаром. И сейчас посмотрим, сколько же грамм получилось 300 граммов замороженных ягод. Сейчас беру меньшей емкости сотейник, потому что такой большой уже не нужен. И сейчас взвешу, сколько же мне получилось 300 грамм замороженных ягод. 180 грамм. Так, ставим снова на плиту и на средний огонь. Ставлю так же само на пятерочку, больше даже не надо. И довожу до кипения. Как только появятся первые пузырьки, я буду такой струйкой, дождиком таким всыпать сахар, который перемешала вместе с пектином, вместе с сахаром. И теперь буду кипятить пару минут, не больше. И оно уже начинает по чуть-чуть так густеть, уже чувствую. Постоянно перемешивать надо, да, это обязательно. Ну все, мне прошли 2 минутки, все, хватит, я больше его кипятить не буду. Выключаю. Далее уже это горячее конфи, как только вот сняли с огня, сразу переливаем в металлическую посуду. В общем, выливаете, накрываете пленкой в контакт и даете остудиться. И отправлю в холодильник на ночь. Как только вынули шляпки, сразу снимаем коврик именно с подноса. Таким образом и даем остывать. Вот это у меня был экспериментальный поднос. Ну, еще горячий нельзя трогать, надо полностью остудить. Но мне же не терпится, хочу посмотреть. Но знаете, шляпки сами, видите, прям, о, как отскакивают. Итак, шляпки уже готовы, полностью остыли. После того, как я их вынула с духовки, вместе с тефлоновым ковриком я сначала положила на стол, чтобы они полностью остыли. Раньше трогать не надо. И вот этот, который поменьше, это уже обычный способ, как я обычно готовлю. Они диаметром получается примерно 4 сантиметра. Видите, никаких пустот внутри снизу нет. Они получаются отлично. Ну, я считаю, красивая юбочка, все. Я потом для сравнения сложу оба рядом. А это, которые побольше, они диаметр примерно 5 сантиметров. Это уже экспериментальный поднос. Хотя они тоже, смотрите, пустот нету. Но у них есть один маленький минус, сейчас сравним, покажу вам. Ну, их я уже начала делать побольше, поскольку я не хотела третий поднос делать. Думала, вот мне так много теста остается, буду делать побольше. Ну, все равно пришлось третий поднос делать. А сейчас для сравнения вот сложу вам вместе. Любой беру, вот это экспериментальный, шляпка макаронца, а вот это, любой можно брать, тут без разницы какой, да. А вот это обычно, как я делаю. Вот сразу сложу вам рядом. Ну, в принципе, мало разницы, да, но есть. Эти чуть-чуть, шляпка чуть-чуть побольше. Она где-то на пару миллиметров, да. И теперь буду их наполнять начинкой. Для того, чтобы на них легче было нанести начинку, я, как видите, сложила уже по размерам, ну и по 2 сразу. И так на один буду наносить, а вторым закрывать. И после того надо сначала, вернее, перед этим их перевернуть. Я буду заполнять макарон с начинкой, ягодным конфи, которое делала вчера. Вот смотрите, какое оно густое у меня получилось. Вообще густое-густое. Ну вот уже запаковала начинку. Сейчас буду наносить. Много не надо. Наносим по центру. Если слишком много нанести на макарон с начинки, она может начинать протекать. Немного конфи мне осталось. Ну, я его отправила в такой совсем маленький контейнер. И положу в морозильник. Оно смело может стоять в морозильнике до следующего раза, когда мне понадобится.
Итак, берем две шляпки, одну без начинки, вторую с начинкой и вместе соединяем, так совсем слегка придавив. И вот так вот получится макарон. Хранить их надо в холодильнике, в закрытом контейнере. Ну, желательно, чтобы хотя бы 8 часов они там полежали. Так они будут намного вкуснее, пропитаются чуть-чуть этой кислинкой. Но я буду еще макаронцы украшать, поэтому немного терпения, и я покажу вам, как мне получились они украшенные уже. Да, и совсем забыла сказать, что рецепт вы сможете найти в описании под видео. И мне получилось всего 36 макарон. Вот 6 на 6. Да, этот раз больше, чем обычно. Итак, спасибо всем за просмотр. Жду ваши комментарии. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новом видео. Пока-пока.